Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог. Ухелянд бежал с окраины, шапка... Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Для того, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обеих. Вы видите справа на дисплее, на мониторе, на телевизоре. Два QR-кода. Это мой влоговый канал и канал музыкальный. КАИ и АИ, как вам удобнее. Музыка. Ну, можете пройти, посмотреть. Понравится, подпишитесь. Буду очень рад. Вам не трудно, мне приятно. Также видите QR-код. Это телеграм-канал. Был создан специально для этого канала, чтобы вы могли поделиться своими мыслями, ссылками, или где-то вы стали свидетелем, и мы вместе все это обсудим, так как не все можно обсудить на ютубе. Добро пожаловать адекватным людям, добро пожаловать. Дискуссии ведутся разные, не только политика, даже, скажем, 80% не политика, да, начиная от огорода, заканчивая кухней, что можно приготовить. Ну, и теперь что? Соцсети, да, но тут не только соцсети. Этот ролик будет немножко сгенерирован, так скажем, чуть-чуть с КАИ сделан, да. Германия ввела закон. Все молодые люди мужского пола, 17 лет до 45 лет, не имеют права выехать из Германии на более чем 3 месяца. На более чем 3 месяца. И что? Что бы это означало, как вы думаете? Готовится ли Германия к войне? Не знаю, я не могу это утверждать, я этого не знаю, но выглядит все это так. Давайте посмотрим пару кроликов я приготовил к вам. Перед тем, как посмотрим, Cargo-In растаможит и перевезет ваши грузы по всей Европе, Америке, стран СНГ, включая Россию. Быстро, надежно, без всяких проблем. Все ссылки и контакты вы найдете ниже под этим роликом. Ну а теперь переходим к роликам. Теперь просто так из Германии не выехать. Бундесвер обязал мужчин от 17 до 45 лет сообщать о выезде из страны больше, чем на 3 месяца. Лавочка для немцев закрыта. В Германии запретили выезжать немцам, лицам от 17 до 45 лет мужского пола больше, чем на 3 месяца из Германии без основания. К чему нас готовят? Не знаю, к чему нас готовят, но пахнет жареным. К чему все это приведет? Я не знаю. И вот еще нашел одного блогера, сейчас мы посмотрим полностью его видео и разберем. Родные, теперь это официально. Германия готовится на 100% к войне. Почему? Почему? Мне бы хотелось тоже бы знать, почему. Потому что вчера вышла одна новость по-немецкому, что люди с 17 до 45 лет больше просто так Германию не могут покинуть. Если вы больше, чем 3 месяца где-то хотите находиться, вы должны вперед взять бумажку от немецкой Бундесвер, что вам можно вывести. Если они вам наштампуют, нет, вам нельзя, вы никуда не поедете. То есть никуда. Даже если у вас где-то дом, квартира за границей, сидеть дома. А если человек с 17 до 45 лет просто так уедет за границу, если он не сказал это государству или немецкой Бундесвер, ему грозит огромный штраф или даже тюрьма. Германия вернулась туда, куда я думал, она никогда не вернется, к Четвертому Райху. Она стала той стране, которой я всегда боялся, она станет. Диктатура вернулась на 100%. Пока все Пасху и другие праздники празднуют, мир готовится к большому-большому конфликту, к новой системе и агенде 2030 года. Я в большом шоке, если честно, я даже не знаю, что сказать. Я это, конечно, думал, и я это чувствовал, за это я уехал из Германии, потому что я знал, что такое будет, что там страна беспредел, и что политики полностью насрали на людей. Но что это до такого дойдет, что Германия станет Украина 2.0, это, конечно, я на так не ожидал. Что вы думаете, что делать? И почему и за кого будут немцы скоро воевать? За Израиль или за Украину? Что вы думаете? Я думаю, ответ вы знаете.
Да, ребят, вот такая вот ситуация сейчас наступила у нас. Вы ответ знаете? Напишите мне в комментариях. Мне это очень важно знать. Да, я проживаю в Германии очень давно. И за кого же она будет воевать? Как спрашивает этот молодой человек. В общем, созревает большой кипиш, большой кипиш. Ну, я тоже посмотрел, почитал соцсети, также официальные источники. И за место песенки, вот вам сегодня будет вот это каишное. Эту я вам сделал, озвучил, в принципе, картинку вставил, можете посмотреть. То, что с официальных источников нашел, то, что они говорят. Я перевел на русский язык. И можете все это прослушать. Так что слушаем, ребятки. Новый закон о воинской обязанности вызывает у части молодежи сильные протесты. Мужчины призывного возраста должны получать разрешение Бундесвера для длительных поездок за границу. Однако пока это правило носит скорее теоретический характер. Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, согласно изменениям в законе о воинской обязанности, должны получать разрешение Бундесвера, если они хотят покинуть Германию более чем на 3 месяца. Как сообщает Frankfurter Rundschau, ранее это правило действовало только в кризисных ситуациях, но с 1 января 2026 года стало постоянным. Разрешение соответствующего карьерного центра Бундесвера требуется также в том случае, если мужчины соответствующего возраста хотят оставаться за границей дольше разрешенного срока или продлить пребывание, которое изначально не требовало разрешения, более чем на 3 месяца. При этом отказ в выдаче разрешения, как правило, не предусмотрен. Представитель Министерства обороны сообщил ntv.de, что такие разрешения в принципе должны выдаваться, поскольку военная служба в настоящее время основана исключительно на добровольности. По словам представителя, подобное правило существовало еще во времена Холодной войны. Тогда оно не имело практического значения и, в частности, не сопровождалось санкциями. В административных инструкциях будет уточнено, что разрешение считается выданным, пока военная служба остается добровольной. Таким образом, правило касается всех видов поездок за границу, например, обучения за рубежом, рабочих обязательств или длительных путешествий. В параграфе 3 Закона о военной обязанности говорится: разрешение выдается на тот период, в течение которого данное лицо не подлежит призыву на военную службу. По данным Министерства обороны, эта норма необходима для того, чтобы обеспечить надежный и информативный учет военнообязанных на случай необходимости. Мы должны знать, кто находится за границей на длительный срок в случае чрезвычайной ситуации, добавил представитель. В настоящее время Министерство разрабатывает уточняющие правила для предоставления исключений из обязанности получения разрешения, в том числе для сокращения излишней бюрократии. Новый закон о военной службе предусматривает, что все 18-летние мужчины и женщины получают анкету для оценки их пригодности и мотивации к службе в Бундесвере. Мужчины обязаны ее заполнить. Если с помощью этой анкеты Бундесверу не удастся привлечь достаточное количество добровольцев, правящая коалиция ХДС, ХСС и СДПГ оставляет за собой возможность введения так называемой обязательной службы по потребности. В последние месяцы десятки тысяч школьников протестовали против нового закона о военной службе. Спасибочки. Для тех, кто досмотрел этот ролик до конца, огромное спасибо. Ваше мнение мне очень интересно. Напишите, да, напишите, к чему все это катится, к чему это все приведет, кипиш этот, который страна замутила все это нахрен. Да, пишите. Ну, всем желаю удачи, мирного неба, счастья. Пока-пока.